Сегодня у нас необычная распаковка. Сегодня у нас фарфор из Франции. Приветствуем всех на канале Фарфор Европы. И первая царственная особа – чашка на высокой тонкой ножке в стиле ампир. Довольно большая по объему, где-то около 170 мл. С эффектной ручкой, полностью покрытой золотом и красивыми гирляндами из цветов в декоре. Смотришь, как будто мы попали на бал и рассматриваем богато украшенный потолок и стены зала, где проходит торжественный прием. И такой же мелкий нежный узор идет по канту тарелки. А что же клеймо? Давайте посмотрим. Слишком мало места, чтобы поставить клеймо, значит, оно определенно будет на тарелочке. А зеркало на блюдце не круглое, как мы привыкли, а квадратное. Полное совпадение с пьедесталом чашки. Ну что ж, посмотрим, кто это создал. Клеймо Лимож, Франция, А.Ф. Андре Франсуа. Он владел несколькими художественными мастерскими по декорированию фарфора в период с 1919 по 1934 годы. То есть эта пара создана до Второй мировой войны. Если в руки попадает фарфор с надписью «Лимож», это сразу знак высокого качества фарфора Франции. После Севра, конечно. Почему так случилось? Почему именно город Лимож прославился как центр производства фарфора? А все очень просто. Между 1765 и 1770 годами в окрестностях Лиможа были обнаружены залежи каолиновой глины, которая давала после обжига очень тонкий, белый и прозрачный черепок. Ну и, конечно же, в 1769 году месторождение сразу выкупил король Людовик XV. Взял керамическое производство, так сказать, в свои руки. Эпоха правления Людовика XV – это расцвет стиля рококо. В это же время начались поставки каолинового сырья на мануфактуру Севра, где до того производили не твердый, а мягкий фарфор, более хрупкий и не такой белоснежный. И началась фарфоровая лихорадка. Не зря же фарфор окрестили белым золотом. Цены на земельные участки, где был обнаружен каолин, стремительно начали расти. Многие ведущие европейские мануфактуры, привлеченные уникальным качеством сырья, закупали его для собственных нужд. Среди импортеров лиможского белого золота Санкт-Петербургский императорский фарфоровый завод, Роял Копенгаген в Дании и немецкие фабрики в Дрездене и в Хёхсте. Посмотрим, вот это огромное, а рядом будет у нас Франция, такая вот малышечка. Вот она вот такая. Подвинь ее поближе к той, чтобы сравнить, показать, насколько она, видите, насколько она меньше. Вот она совсем. Ну, это для кофе? Да. А что же вы хотели? Это А эспрессо. теперь рассмотрим ее поближе. Вот это уже у нас, посмотрите, какая красивая ручная роспись. Вверху полосочка цвет Тиффани, подчеркнутой золотыми гирляндами и горошинками, и красивые цветы. И вот они уже сильно отличаются. Уже вот цветовое решение, сами цветы, вот видно, что это уже не немецкая история, что это уже у нас французы. Вот еще раз посмотрим, видите, какие. И роза другая, и цветы другие. И они не так четко прописаны, то есть непонятно, что это за цветок, как его назвать. Прекрасное состояние. Блюдце чуть
углубленная, не плоская, видите? И давай его боком покажем чуть-чуть, что оно вот, видите, чуть-чуть углубленное. Была традиция, или обычай, был очень горячий кофе, его чуть-чуть слегка отливали в блюдце, чтобы остыл. Ну, вот так Это вот. я прочитала. А Да. чашка, кстати, это классический литрон. Да. Литрон так очень любим на фабриках и художественных мастерских, потому что на этой форме очень легко рисовать. Да, наносить узор, потому что, ну, ровные стеночки, аккуратные, удобно декоратору, художнику. Ну и что? И смотрим, что же это у нас такое. Что же это у нас? Клеймо красного цвета с 4 скрещенными мечами и буквами в центре Ж.Д. Это Жан-Жак Дюмон. Предполагаем, что это самое начало 20 века. Кто коллекционирует французский фарфор, подскажите, может, вы знаете больше. Чашечка маленькая, в Европе исторически больше любят кофе. Когда мы были на ярмарке антиквариата в Парме в Италии и заказали в местном кафе просто кофе, даже не успели глазом моргнуть, как нам подали чашечку, а в ней крепкий кофе всего лишь на 3 глотка. Кстати, кто еще не видел потрясающий репортаж из Италии, ныряйте в описание. Ссылочка там. Вы такого нигде не увидите. Эксклюзив. Несмотря на то, что этой паре уже больше 100 лет, выглядит она потрясающе. Золото, ручная роспись в идеальном состоянии, как будто только-только из-под руки художника. Объем чашки 50 миллилитров. Разная форма чашек, разный объем, стиль и одна деколь, а вторая ручная роспись. И следующая, еще одна красавица, великолепная. Это у нас... Большая редкость. Да. Это саргемин. Саргемин. Сразу посмотрим. Лотарингия. Давайте сразу посмотрим. Вот такое вот клеймо. Герб Лотарингии под короной. Клеймо ставилось с 1860 по 1919 годы. Сразу можем посмотреть на тарелочки, а потом уже рассмотрим сами букетики. Угу. И вот такое же. И видите, в тесте там какие-то циферки еще идут. Иногда его путают с клеймом старого Ваймара. Да, кстати. Это Ваймар, мы сказали, какая прелесть. Забираем. Когда мы увидели эту роскошь, очень сильно торговались, продавец сказал: я не буду опускать цену, я знаю, что я продаю. Это старый Ваймар. Да. Мы сказали, очень хорошо. А Ваймар стоит, наверное, раза в 3-4 дешевле, чем саргемин. Вот смотрите. Сам декор. Вот этот центральный цветок. Кто это? Наверное, там роза, пион, не знаю, кто пытался. Вот это очень похоже на Дрезденскую школу. Но все равно сочетание, оттенки листьев и вот этот вот еще цветочек, вот это же, наверное, олеандр. Да, какой-то олеандр. Это же, наверное, олеандр. Как И интересно. вот тоже, смотрите, это чашка для правши. Весь узор идет перед собой. Держишь в правой руке и любуешься. Да. А сверху, смотрите, вот эта вот техника сухой кисти. Нанесение, неровное нанесение золота, а как будто вот Вот внутри тоже есть. прерывистое. Внутри тоже есть цветы. Да. И посмотрим блюдце. Мы не посмотрели блюдце. На блюдце тоже красивые узоры. Здесь тоже. прямо какая-то настурция. Да. А вот там анютины глазки. Анютины глазки, да. И это все, соответственно, ручная роспись. И смотрите, сама тарелка — это четырехлистник. Как бы отсылка к любимой форме Майсона. 19 века и даже раньше. Да. Вот тоже чуть-чуть такое углубленное. И чашечка тоже очень интересная. Она тоже имеет такие вот
как лепесточки, что ли. Ручка очень удобная, очень удобно держать ее в руке. Вот такая красавица. 3 чашки. Все Франция, но совершенно разные стили, разные формы, размеры и, соответственно, разная стилистика по декору. Смотрите, даже саргемин и вот этот вот наш маленький кофейный, и тут цветы совершенно разные. Ну а что же у нас следующее? Очень повезло наткнуться на такую очаровательную в ручной росписи шкатулку. Вот посмотрите, очень нетипично тоже. Немецкие живописцы по фарфору таких букетов не дают. Здесь то ли розы, то ли пионы и сирень. И все это на золотом крытье. Немцы не дают такие декоры на золотом крытье. Это вот любят очень французы. Именно на золотом крытье давать узоры. Но вот тут вот уже читаются цветы. Видите, незабудки, сирень, розы, маленькие еще букетики по краям. Посмотрим сбоку, как выглядят. Тоже такие же гирлянды. Покрутим. Они, наверное, со всех сторон будут. Да, они Да, будут, они конечно, со всех одинаковые. сторон. Они одинаковые. Тут, кроме ручной росписи, еще, видите, белым в центре, как подрисовочка. Да, Здесь такой большой букет. да, смотрим, что там внутри. Нарядный. Интересно, есть что-нибудь А или внутри нет? А внутри тоже есть букетик. Маленькая розочка. И на крышке. И на крышке. И такая же розочка. На крышке. Угу, хорошо. И посмотрим. И это вот у нас опять Лимож. Марка Лек. Художественная мастерская по декорированию фарфора Леклер. Середина 20 века. Красивая шкатулка диаметром 12 сантиметров. Видите, и еще совершенно другой. Вот, видите, вот саргемин. Сочетание Франции с Дрезденом. Ну, это Лотарингия, там может быть немецкое влияние. Может быть. Ну, похоже, вот этот центральный цветок очень похож на Дрезденскую школу. А здесь, ну, уже совсем другое. Ну, просто супер. Мы так довольны, что мы совершенно случайно это нашли. Очень сильно торговались. Еще есть такой небольшой лайфхак. Если хочешь скидку, бери несколько вещей. С одной вещи скидку никогда не даю. Ну, что у нас там следующее? Давайте, показывайте нам. Это, конечно, Франция. Это царство парфюма. И вот такой. Ах, смотрите. Он, кстати, где-то даже перекликается с этой мокапарой по цветовому дизайну. Но это у нас... Это бисквит, и это Париж. Поэтому чуть-чуть они как бы припорошенные как бы белым. За счет бисквита они не такие яркие. И вот это красивое розовое нежное крытье. Золотые эти. И сзади тоже маленькая розочка, которая была у нас. Ну-ка посмотрим. Да, вот смотрите. Очень похожая розочка, которая у нас была в шкатулке. Красивое золотое обрамление. Маленькая пальмета внизу. Такой сам верх, как будто наполеоновская эта треуголка, да? Наполеон Бонапарт заказывал в месяц не менее 60 флаконов парфюма. Конечно, парфюмеры воспользовались этим и придумали красивую оболочку для ароматов. Дамы покупали парфюм в простой таре, а дома переливали в изысканный флакон. Интересные формы и ручная роспись на флаконе выдавали статус и положение дамы в обществе. Клеймо «Мансард Париж» – очень редкая марка. Вот смотрите, какие у нас французские изыски. И еще один. В
Флакон для духов в более простой классической форме. В декоре с одной стороны роза, любимый цветок парфюмеров, олицетворение рая на земле, а с другой фиалочка и колосок. Смотрите, какая прелесть! Для дамского столика. Шарм и очарование Франции, законодательницы моды в парфюмерии, да и в одежде, и в домашнем декоре. И изюминка нашей распаковки, как всегда, найдена случайно. Подсказка, лайфхак для коллекционеров и любителей старинных вещей с историей. Не ходите на одни и те же барахолочки. Ездите в разные места. На новых барахолках обязательно найдете сокровище, которое ждало именно вас. А наше путешествие, находки и цены на старинные вещи можете посмотреть в плейлисте. Он называется «Блошиные рынки Европы». Ныряйте в описание, ссылочка там. Ну, это просто, это, я не знаю, произведение. Сразу узнаваемая тоже Франция. Это все ручная роспись. Смотрите, какое интересное решение. Художник так увидел васильки, правильно? А терракотовым цветом, может быть, дал садящееся солнце или что? Возможно, закат. Закат. Ой, ну вот это как, конечно, посмотрите, ну это же просто изумительно. Изумительно. Ну какая роспись. Так, ну что, поворачиваем. Аккуратно поворачиваем. Аккуратно поворачиваем. И смотрим, кто это у нас. Это Лимож наверху. Хевиланд, Франция. И вот этикетку мы специально не срывали. Там написано Доротеум. Неужели это из известнейшего аукционного дома в Вене? А вам интересна история знаменитой компании Хевиланд? Пишите в комментариях, хотите рассказ о ней, о компании Хевиланд. Клеймо ставилось с 1894 по 1931 год. Тарелка уже антиквариат. Диаметр 22 сантиметра. Это будет украшение коллекции. Как вам шик фарфора Франции? Что вы больше любите, немецкий или французский фарфор? Что вам больше по душе? Встречаемся в новых видео. Не забудьте подписаться, чтобы не потеряться. До новых встреч. Пока-пока. Увидимся.